В один из обычных дней в начале 21 века нечто необычное перевернуло жизнь простого человека по имени Дэвид. Он был обычным инженером, погруженным в рутинные заботы, когда его жизнь кардинально изменилась. Дэвид отправился в поход со своим другом в один из отдаленных уголков природы. Во время одной из ночевок в палатке, глядя на ночное небо, он увидел нечто странное. Огромный сверкающий объект пронесся мимо, оставляя за собой яркий след света. Дэвид был очарован, но его восхищение быстро сменилось страхом, когда объект начал приближаться. Следующее, что он помнил, это громкий шум и яркий свет, а затем тьма. Через несколько мгновений Дэвид очнулся, но мир вокруг него изменился. Он оказался внутри огромной черной дыры. Это место, где время, по его словам, перестало существовать. Здесь он провел, как он утверждает, целую вечность, наблюдая за событиями, которые, казалось, длились миллиарды лет. В его воспоминаниях сложились картины странных цивилизаций, которые возникали, развивались и исчезали, не оставляя после себя ничего, кроме пыли и хаоса. Он описывал, как видел, как звезды загораются и гаснут, как планеты вращаются вокруг своих солнц и как существа, не похожие на людей, создавали свои собственные миры. Каждое мгновение здесь было насыщено событиями, которые в обычном мире заняли бы целую жизнь. Он стал свидетелем того, как целые галактики рождались и исчезали, и, что самое удивительное, все это происходило в бесконечном пространстве, где время не имело власти. Дэвид утверждал, что в этой черной дыре он не просто наблюдал, но и взаимодействовал с окружающим его пространством. Он рассказывал о том, как ему удавалось понимать язык этих цивилизаций, как он общался с существами, которые могли передавать знания о своих мирах. Вокруг него существовали законы, которые не поддавались привычной логике. Каждый миг мог быть вечностью, а каждая вечность могла длиться всего мгновение. Но затем, внезапно, все изменилось вновь. В один момент, как будто кто-то щелкнул выключателем, Дэвид оказался обратно в своем мире. Он проснулся в той же палатке, где и заснул, с ощущением, что прошла всего лишь минута. Однако он понимал, он изменился. Его голос, его рассказ о вечности в кармане стал источником недоумения и недоверия для его друзей и семьи. Они не могли поверить в невероятное путешествие, которое он пережил. Но как наука отреагирует на такой шокирующий рассказ о времени, которое остановилось навсегда? Что скажут исследователи, когда узнают о цивилизациях, с которыми он якобы контактировал? Вопросы лишь множились, когда к рассказу Дэвида присоединились новые детали. Цивилизации, которые возникали и исчезали в бесконечном пространстве, стали первой загадкой, к которой теперь необходимо было обратиться. В тот момент, когда Дэвид вернулся в привычный мир, его жизнь уже не могла быть прежней. Он чувствовал, что его сознание разорвало оковы времени, и он стал носителем знаний, которые не поддаются объяснению. Друзья и семья, увидев его смятение и изменения в поведении, начали задавать вопросы, но для Дэвида было сложно передать ту реальность, которую он пережил. Каждый раз, когда он начинал рассказывать о своем опыте, он ощущал, как его слова разлетаются в воздухе, как будто пытаясь найти свою аудиторию среди равнодушных. Он вспоминал, как время в черной дыре текло иначе. Существование целых цивилизаций, которые могли появляться и исчезать в мгновение ока, пронеслись перед его глазами. Он видел, как одни расы достигали пика своей технологии, а затем погружались в хаос, оставляя после себя лишь разрушенные миры. Дэвид стал свидетелем их взлетов и падений, наблюдая за тем, как каждая из них оставляла свой след в бесконечности. Он вспоминал, как однажды, сидя на краю одной из планет, наблюдал за тем, как тысячи светил, звезд одна за другой, гасли в пространстве, будто бы кто-то вытирает их с полотна. Ему казалось, что в этом странном мире все было возможно. Он вспоминал, как однажды встречал существ с яркими переливающимися телами, которые могли менять форму. Они общались с ним не словами, а мыслями, передавая знания о своих цивилизациях и их судьбах. В этих разговорах не было ни страха, ни боли, только безмолвное понимание. Дэвид мог чувствовать их эмоции и мысли, словно они были частью его самого. Он стал частью их культуры, изучая их обычаи и традиции, которые были на редкость уникальны. Однако вся эта реальность была разрушена, когда он вновь оказался в палатке. Вокруг него мир вернулся в привычное русло, и он понял, что только он помнил о тех бесконечных временных потоках, о цивилизациях, о которых никто больше не знал. Каждый раз, когда он пытался рассказать о своем опыте, его слова вызывали лишь недоумение и неясное беспокойство. Друзья воспринимали его как человека, пережившего психическое расстройство. Но как объяснить то, что он пережил? Как рассказать о миллиардах лет, которые пролетели в его сознании, когда для окружающих это был всего лишь миг? К тому моменту, когда Дэвид начал понимать, что его рассказ не только о времени, но и о возможности существования множества миров, его жизнь наполнилась новыми вызовами. Он стал искать ответ на вопрос: как объяснить все это науке? Могут ли физики, астрономы и другие исследователи принять его опыт как реальность, или же это всего лишь плод его воображения?
Вопросы множились, и с каждым днем он все больше погружался в изучение научных теорий, пытаясь соединить свои переживания с тем, что было известно человечеству о времени и пространствах. Его стремление понять происходящее стало его новой целью, и именно с этого момента началось его увлекательное путешествие в мир науки, где он надеялся найти поддержку и подтверждение своей истории. Дэвид продолжал погружаться в свои воспоминания о цивилизациях, которые он наблюдал в бесконечном пространстве. Эти существа, кажущиеся ему одновременно знакомыми и чуждыми, оставили глубокий след в его сознании. Он видел, как они создавали удивительные технологии и культуры, которые в разное время развивались до невообразимых высот. Одни из них строили невероятные города, в которых гармония между природой и технологиями достигала своего апогея. Другие же, погруженные в безумие, уничтожали свои миры в безумных войнах, оставляя за собой лишь пустоту и пыль. Некоторые расы использовали необычные источники энергии, такие как сами звезды, в то время как другие исследовали границы своего существования в поисках духовного просветления. Дэвид стал свидетелем того, как высокоразвитыми созданиями были созданы машины, которые могли перемещаться не только в пространстве, но и во времени. Он не мог поверить своим глазам, когда увидел, как одно из таких существ, сделанное из чистого света, маневрировало вокруг его головы, оставляя за собой светящийся след. Это мгновение привнесло в его жизнь восхищение и страх одновременно. Его путешествия по этим цивилизациям продолжались бесконечно. Он переживал их радости и страдания, становился частью их праздников и ритуалов. Дэвид чувствовал, как эти мгновения затягивают его в свою атмосферу, и он не мог не заметить, что время здесь вообще не имело значения. Он видел, как одни цивилизации исчезали, не оставляя следа, в то время как другие росли и развивались, пройдя через тысячелетия эволюции всего за несколько мгновений. В этом странном месте, где пространство и время переплетались, Дэвид понимал, что все это было реальностью, которая существовала параллельно с его собственным миром. Каждый раз, когда он возвращался к своим размышлениям о Вселенной, его охватывало чувство удивления. Дэвид не мог объяснить, как ему удалось взаимодействовать с этими существами. Он вспоминал разговоры с ними. Они были полны мудрости, и каждое слово звучало как песня, резонирующая в его душе. Он чувствовал связь с ними, и эта связь была настолько сильной, что казалось, он сам стал частью их историй. Однако пришло время, когда он стал осознавать, что его пребывание в этом невероятном мире имеет свои пределы. Он чувствовал, как тонкая нить, связывающая его с черной дырой, начинает рваться. В один момент, когда он уловил последние звонкие голоса своих друзей, он понял, что больше не сможет оставаться здесь. В тот же миг он оказался обратно в своей палатке, в своем мире, где время снова текло по своим законам. Но его душа осталась в том бесконечном пространстве, где цивилизации восходили и падали, где время теряло свое значение. Дэвид понимал, что его удивительные воспоминания о них стали частью его сущности. Вопросы о том, как это возможно, терзали его разум. Он чувствовал, что эти цивилизации могут быть не только мифами, и он стремился найти способ донести свою историю до других. Он уже не мог просто игнорировать свою невероятную находку, ведь она могла изменить понимание человечества о времени и существовании. С каждым днем его желание понять эти миры, эти расы, становилось все сильнее. Он начал исследовать научные теории, которые могли бы объяснить его путешествие. Но чем больше он изучал, тем больше осознавал, как сложно объяснить то, что произошло с ним. Между его воспоминаниями и научными теориями возникала пропасть, которую ему нужно было пересечь. Именно этот путь погружал его в мир науки, где он надеялся найти поддержку и подтверждение своей истории, чтобы доказать, что его невероятные переживания могли быть реальностью. Научные теории о времени всегда были предметом интереса для исследователей. Вопрос о том, как время может течь и как оно воспринимается, стал основой для ряда удивительных открытий. Но какова же реакция науки на рассказ Дэвида, который утверждал, что провел долгие годы в черной дыре, где время замедлилось до бесконечности? Для начала важно понять, что черные дыры — это область пространства, где гравитация так сильна, что ничто не может покинуть ее пределы. Эта концепция была предложена Альбертом Эйнштейном в начале 20 века и остается актуальной по сей день. Физики используют теорию относительности для объяснения поведения времени вблизи черных дыр. Согласно этой теории, время замедляется по мере приближения к объекту с огромной гравитацией. Это явление называется гравитационным замедлением времени. Дэвид мог быть свидетелем этого эффекта, однако его рассказ о взаимодействии с цивилизациями, которые возникали и исчезали, вызывает много вопросов. Научные наблюдения показывают, что внутри черной дыры пространство и время ведут себя иначе, чем в нашем обычном мире. Это приводит к мысли о том, что даже если его опыт был реальным, он мог не соответствовать привычной реальности. Некоторые исследователи предполагают, что черные дыры могут быть порталом в другие вселенные. Эту гипотезу поддерживает идея о белых дырах, которые по теории могут выбрасывать материю и свет, создавая новые миры.
Дэвид мог оказаться в таком переходе между вселенными, и его воспоминания о цивилизациях могли представлять собой краткие взгляды на эти альтернативные реальности. Однако наука требует конкретных доказательств, чтобы подтвердить такие идеи. Существуют и другие теории, которые могут объяснить странные переживания Дэвида. Например, гипотеза о множественных вселенных предлагает, что существует бесконечное количество параллельных миров, каждый из которых развивает свои собственные временные линии. Может быть, Дэвид смог заглянуть в один из этих миров, где время и пространство функционируют иначе, чем в нашем. Но каким образом ему удалось вернуться обратно в свой мир? Научные исследования показывают, что восприятие времени может сильно различаться в зависимости от окружения и условий. В условиях стресса или необычных ситуаций, таких как опыт Дэвида, восприятие времени может изменяться, создавая иллюзию, что время замедляется или ускоряется. Это подводит к мысли, что, возможно, его опыт не был совсем физическим, а скорее психическим, вызванным экстремальными условиями. Однако его воспоминания о цивилизациях, которые развивались и исчезали, ставят перед исследователями сложные вопросы. Ученые, занимающиеся изучением времени и пространства, продолжают делать открытия, которые могут пролить свет на такие загадочные случаи. Их исследования в области квантовой механики, гравитации и астрофизики открывают новые горизонты, которые могут помочь объяснить необычные явления. Тем не менее, чтобы принять рассказ Дэвида как реальность, потребуется больше, чем просто теоретические предположения. Научный подход требует эмпирических данных и наблюдений, которые в данный момент отсутствуют. В то время как Дэвид продолжал исследовать науку, он также столкнулся с вызовом, как донести свою историю до других. Его рассказ о вечности в кармане стал темой обсуждения среди его друзей и семьи, но никто не мог понять, что он пережил. Каждый раз, когда он делился своими воспоминаниями, его окружение выглядело скептически. Они не верили в возможность существования цивилизаций, которые могли бы существовать в черной дыре. По мере углубления в изучение научных теорий, Дэвид стал понимать, что его опыт может быть не таким уникальным. Существуют другие истории о людях, которые пережили подобные встречи с неизведанным. Однако, как и он, они сталкивались с неприятием и недопониманием со стороны окружающих. Он не был одинок в своей борьбе за признание своего опыта, и эта мысль придавала ему сил. Таким образом, несмотря на множество теорий о времени, Дэвид осознал, что его история остается неразгаданной загадкой. Он продолжал искать ответ на вопрос, возможно ли такое существование и как его переживания могут вписаться в уже существующие научные концепции. В данной точке исследования его путь только начинался, и впереди его ждало множество открытий, которые могли изменить представление о времени и реальности. Дэвид продолжал свое исследование, полное упорства и решимости понять, что же на самом деле произошло с ним во время его необыкновенного путешествия. Научные теории, которые он изучал, были как путеводные звезды, но каждая из них также открывала новые горизонты, полные вопросов. Он углубился в изучение черных дыр, их структуры и природы, чтобы выяснить, как его опыт мог вписаться в существующие научные концепции. В его руках оказались книги известных физиков, статьи, посвященные гравитации и времени, и он начал делать заметки, пытаясь сопоставить свои воспоминания с научными фактами. Одной из ключевых теорий, привлекших его внимание, была теория относительности Альберта Эйнштейна. Она объясняла, как время замедляется вблизи массивных объектов, таких как черные дыры. Это открытие могло объяснить его ощущение, что время в черной дыре текло иначе. Он вспомнил, как наблюдал, как звезды сгорают и вновь появляются, и как это могло происходить за считанные мгновения в его мире. Его память о целых цивилизациях, которые возникали и исчезали, стала еще более значимой, когда он понимал, что это могло быть следствием гравитационного замедления времени. Дэвид стал более активно участвовать в научных форумах, где обсуждали подобные темы. Он делился своими переживаниями с единомышленниками, надеясь найти поддержку и понимание. Многие из них были удивлены его историей, но большинство все равно оставалось скептически настроенными. Вопросы о том, как он мог взаимодействовать с существами из других миров, оставались открытыми. Он стал рассматривать возможность того, что его опыт мог быть результатом психического состояния, вызванного стрессом, однако он не мог избавиться от чувства, что это было чем-то большим. Во время одного из обсуждений с учеными Дэвид узнал о концепции множественных вселенных. Эта теория предполагала существование бесконечного количества параллельных миров, и это открыло для него новый уровень понимания. Возможно, его путешествие в черной дыре дало ему возможность заглянуть в одну из этих вселенных, где время и пространство функционировали по своим собственным законам. Это предположение зажгло в нем искру надежды, что его история может быть воспринята не как бред, а как важный вклад в понимание устройства Вселенной. Однако, несмотря на все эти идеи и теории, Дэвид понимал, что без конкретных доказательств его рассказ останется лишь личным опытом.
Он осознал, что ему необходимо искать не только научные объяснения, но и реальные данные, которые могли бы подтвердить его переживания. Он начал изучать существующие исследования о черных дырах и их свойствах, присоединяясь к группе астрономов, которые проводили наблюдения за черными дырами, чтобы узнать больше и, возможно, найти свидетельства, подтверждающие его рассказ. Параллельно он продолжал общаться с теми, кто переживал подобные опыты. И их истории были разнообразны и порой шокирующие, но все они, как и он, искали признания и понимания. Это дало ему уверенность в том, что он не одинок и что его опыт, возможно, не так уж уникален. В этом сообществе он обнаружил, что многие из них также искали ответы на вопросы о природе времени и пространства. Дэвид начал собирать информацию о других случаях, изучая, как различные культуры и науки воспринимают подобные истории. Некоторые утверждали, что их опыты были связаны с галлюцинациями или выходом из тела, в то время как другие говорили о настоящих встречах с инопланетными цивилизациями. Эти рассказы вдохновляли его и заставляли верить в то, что его собственный опыт мог быть неким откровением. Он понимал, что, несмотря на скептицизм научного сообщества, его история может сыграть роль в расширении границ знаний о времени и существовании. Дэвид возвращался к своим записям и размышлениям, анализируя каждый момент, который он пережил в черной дыре. Каждый миг казался значимым, и он надеялся, что его стремление к пониманию сможет принести ответы не только ему, но и всем тем, кто когда-либо сталкивался с подобными вопросами. Путь к пониманию был долгим, наполненным сомнениями и надеждами, но он был готов продолжать искать, не останавливаясь на достигнутом. В его сердце горело желание доказать, что мир, который он пережил, может быть не просто плодом воображения, а реальностью, ждущей своего открытия.